Весы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на май 2026 года. Рассказывайте, как у вас прошел апрель. Очень много огненной энергии там было, много перемен. Мне в комментариях писали разные знаки про увольнение, про переезд, про начало новой жизни. Делитесь, что у вас происходило. Итак, май для вас это месяц, когда вас накроет вдохновение. Вы увидите дело, в которое по-настоящему влюбитесь, поверите в него и поймете, что у него есть будущее. И, возможно, расти в этом направлении. Это даст вам внутренний огонь, желание заниматься этим всерьез. Но главный вопрос, который будет решаться в этом месяце, не личная зарплата, а общие финансы, совместный бюджет с мужем, женой, доход от бизнеса, где вы делите прибыль с партнерами, проценты по вкладам, инвестиции, кредиты, ипотека, страховки, возвраты, налоговые вычеты. Все это в мае будет продвигаться, если до этого не могли разрешить вопросы. Если вы ждали, когда вам отдадут долг, когда закроется кредит, когда придет доля, выплата или разрешится имущественные какие-то вопросы, в мае это все прояснится. Деньги придут вам в руки или придет документ, который подтвердит, что вот это вот ваше, все решено, вопрос закрыт на официальном уровне. При этом в этом месяце вы будете очень чувствительными. В мае будет 2 полнолуния. Это бывает не каждый месяц, это редкое явление. Настроение будет, конечно, меняться. Сегодня вам кажется, что все прекрасно, завтра, что ничего не получается. Но это не так. Эмоции могут, конечно, захлестывать. Вы будете пересматривать ваше отношение к финансам, к тому, что вы считаете ценным в вашей жизни, на что вы опираетесь. И то, что вы будете чувствовать, это очень важно. Это будут не пустые переживания, а внутренний компас. Ближе к концу месяца будет второе полнолуние, которое закроет тему или задачу, которой вы занимались в последнее время. Возможно, там несколько месяцев. Будет логическое завершение чего-то, вы поставите точку и наконец-то выдохнете. И еще один важный момент. В мае каждый из нас получит подсказку про то, что будет происходить летом и осенью 2027 года. Итак, давайте перейдем и подробно посмотрим, что вас ждет в мае. А для того, чтобы гороскоп проигрался в плюс и только на самых высших этажах каждого дома и аспекта, все мои подписчики знают, что когда они оставляют в комментариях слова «во благо мне и моей семье принимаю и благодарю», тогда месяц идет намного легче и притягиваются приятные события и финансовое изобилие. Пишите «во благо мне и моей семье принимаю и благодарю». 1 мая происходит полнолуние в Скорпионе в вашем втором доме гороскопа. Кульминация и развязка по теме финансов, личного имущества, заработка и вашей самооценки. Полнолуние в Скорпионе напряженное, глубокое, и оно не даст темам финансовых каких-то вопросов остаться на поверхности. Оно вытаскивает наружу то, что вы прятали даже от самих себя. Финансовые страхи, долговые ямы, заниженную самооценку или, наоборот, неоправданные ваши траты. Вот в ближайшие 2 недели после этой даты у многих из вас, весы, произойдут события, связанные с материальными делами. Это не будут просто переживания, реальные какие-то события. Второй дом отвечает за имущество движимое, за чувство «я достоин» или «достойна», за ваши деньги, заработок. И Скорпион скрывает все, что в ваших финансах было нечестно. Или, не знаю, что-то тайное может быть в ваших финансах. Вот в районе этой даты, пару дней до после, может всплыть какой-то старый долг, прийти какой-то штраф, о котором вы не знали, или пени какие-то, обнаружится переплата или недоплата по кредиту. Возможно, будет какой-то звонок из банка с неожиданным предложением закрыть задолженность на особых условиях, но в очень сжатые сроки. Кому-то из вас, весы, придет зарплата, гонорар, который задерживали, вернут вам долг, о котором вы уже забыли или перестали ждать. Либо выставят счет, и это будет сумма больше, чем вы закладывали. Не пугайтесь, Скорпион просто показывает то, где вы утратили финансовый порядок. У вас есть 2 недели, чтобы с этим разобраться. Еще второй дом – это ваше имущество. Может быть внезапная поломка автомобиля, бытовой техники, компьютера и траты на это. То, что вы откладывали
не ремонтировали, сейчас может о себе напомнить и заявить о себе громко, потребует от вас финансов прямо сейчас. Если вы продаете или покупаете что-то ценное, процесс дойдет до пика, вам сделают предложение, от которого будет трудно отказаться. Также может сорваться сделка, и вы поймете, что вы не учли все нюансы. Но вопрос в ближайшие 2 недели, острый вопрос финансовый, у вас закроется и дойдет до пика и кульминации. Отдельная тема – это самооценка, ваша цена как специалиста, поэтому полнолуние в Скорпионе может принести разговор, в котором вас оценят в деньгах. Начальник скажет: вот твоя работа, столько-то, столько-то мы будем платить, повышения пока не будет. Или вы сами поймете, что занижаете себе цену и решите больше запросить денег. Может проиграться через сравнение. Вам станет известно, что сколько получает коллега на той же должности, с теми же обязанностями, и эта информация вызовет у вас острую реакцию. Но не рубите с плеча, дайте себе время на раздумье, как правильно это подать. Эмоционально Скорпион давит через страх бедности, чувство унижения от нехватки денег, обиду на тех, кто вам должен. Но второй дом – это дом фактов. Тут нет места иллюзиям, только цифры. Откройте банковские приложения, проверяйте баланс, запросите выписки. Будьте начеку, может, вы забыли о каком-то долге, проценте. В общем, подсчитывайте все. И никаких импульсивных трат на ближайшие 2 недели. Скорпион провоцирует или на сильную экономию из страха, или гулять до последней копейки. И то, и другое может вам навредить. И не давайте в долг, вам могут не вернуть, или вы сами окажетесь в неудобном положении из-за этого. Если вы впервые на моем канале, я делаю личные консультации, личные разборы в PDF-формате. Цены указаны на экране. Они временные, я буду повышать их, так как очень много времени и энергии уходит. Параллельно я записываю гороскопы на YouTube. У меня есть еще своя жизнь. Поэтому, если вы хотели в себе разобраться именно по этим ценам, пишите мне на электронную почту или в Telegram, Instagram. Все прямые ссылки есть в описании канала. И в закрепленном комментарии я тоже оставлю ссылку на Telegram-канал свой и на Telegram для личных консультаций. В Telegram-канале я выкладываю для всех знаков прогнозы на важные события дополнительно, помимо YouTube. Поэтому подписывайтесь, там много полезной информации. 3 мая Меркурий переходит в знак Телец, в ваш 8-й дом гороскопа. Финансы будут самой главной темой этого месяца, Скорпионы. Итак, после эмоционального полнолуния, которое встряхнуло ваш личный кошелек и самооценку, включается холодный и расчетливый ум Тельца. Теперь он направлен не на вашу зарплату, а на чужие финансы. Это кредиты, ипотеки, долги, страховки, налоги, наследство, алименты, инвестиции, общий бюджет с вашим партнером. Все это 8-й дом гороскопа. И Меркурий в Тельце тут задержится на несколько недель. В районе этой даты, в ближайшие недели, будут разговоры, переговоры по финансовым вопросам, которые касаются не только вас, но и других людей. Если вы ждали ответ от банка, из налоговой, страховой компании, от юриста по наследству какому-то или от адвоката по разделу имущества, то вам придет информация нужная. Меркурий в Тельце не спешит, но дает точные цифры и правильные формулировки. То, что вы слышите или прочтете, будет иметь вес. Возможно, вам позвонят из банка, озвучат решение по кредиту, по ипотеке, одобрение, отказ, новые условия. Кому-то из вас придет письмо с суммой налогового вычета, возврата, с требованиями доплаты. Возможно, вам сообщат о страховой выплате, которую вы ждали, точную сумму и сроки. Если вы оформляли наследство, могут наконец-то прийти недостающие документы, и процесс двинется с места. Также 8-й дом отвечает за бюджет вашего партнера. Муж, жена, деловой партнер может озвучить вам свои финансовые планы или проблемы. Будет разговор о том, как перераспределить общие деньги, куда вложиться, что закрыть, или какая-то совместная крупная покупка будет планироваться в районе этих дат. Но произойдет она позже. Если вы давно хотели обсудить с партнером тему долгов или крупных каких-то приобретений, то Меркурий в Тельце даст вам для этого подходящий момент. Говорите спокойно, оперируйте цифрами обязательно и без эмоций. Еще отдельная тема для тех, кто инвестирует и у кого есть пассивный доход. Вам могут предложить вклад, какое-то участие с вашей долей, вариант с арендой. Меркурий в Тельце располагает к тому, чтобы изучить условия медленно, вдумчиво, не подписывая сразу. Запрашивайте все условия, сравнивайте проценты, читайте мелкий шрифт. Решение принимайте не на эмоциях, а на расчете, если вы во что-то инвестируете. И не давайте устного согласия на крупные суммы в эти дни.
Если вам там говорят, давай без бумаг что-то оформим, давайте просто так, на словах, то это красный флаг. Меркурий в Тельце фиксирует только на документах все и по закону. И не пугайтесь, если всплывет какая-то забытая задолженность, это шанс закрыть ее цивилизованно и не игнорировать до худших последствий. 14 мая Солнце в Тельце соединится с Меркурием в вашем 8 доме гороскопа. Один из самых сильных дней месяца для ваших финансов. Солнце и Меркурий встречаются в знаке Телец в вашем финансовом доме гороскопа. И Солнце высвечивает, что там происходит, что именно, какие соглашения вы подписывали, о чем вы договаривались, может быть, как прошло собеседование, которое до этого было. Итак, Телец — это, конечно же, финансы, которые приходят через зарплату, а не через какие-то крупные суммы. А 8 дом — это кредиты, ипотеки, это уже большие деньги, страховые, наследство, система, закон, инвестиции, общий бюджет с партнером. Вот в районе этой даты высветится все, что касается этих вопросов. Получите конкретную выплату, банковский перевод, подпишите бумагу, которая фиксирует ваши права на эти деньги. То есть если по Меркурию были разговоры, то Солнце тут высветит уже конкретно будете подписывать что-то. Оно подсветит то, что было скрыто, и вы можете узнать сумму, которые вам готовы одобрить, увидеть цифру, которую вам должны выплатить, получить известие, которое закроет ваш вопрос по кредиту, доле, по наследству. Меркурий тут добавляет переговоры, вам позвонят, напишут, вызовут что-то подписать. В бытовом плане, может быть, вам одобрят ипотеку, назовут точные условия, вы поставите первую подпись, несете первый взнос. Ну, в общем, для кого-то это проиграется через налоговую, через пенсионные выплаты, государственные какие-то выплаты, декретные, отпускные, деньги от больничного листа, там может быть выплаты от страховой по здоровью. Еще 8 это дом чужие ресурсы, которыми вы управляете. Если вы работаете с деньгами компаний, с бюджетами проектов каких-то, с инвестициями партнеров, вам придется провести расчет, озвучить отчет, предоставить план, отчитаться по финансам. И это сыграет вам в плюс, потому что Солнце дает авторитет, а Меркурий точности. Будьте осторожны, чтобы тут не было налоговых проверок. Делайте все прозрачно и держите документы в порядке. 16 мая происходит новолуние в вашем 8 доме гороскопа. Новолуние – это новость, это старт нового цикла. И стартует он в вашем 8 доме гороскопа, общих финансов и чужих ресурсов. Новолуние в Тельце, оно очень сильное. Телец отвечает за материю, за прирост. И все, что вы заложите в эти дни, будет расти медленно, но верно. Зернышко, которое вы сейчас посадите, потом даст вам плоды, причем финансовые. Какую новость новолуние может вам принести? Вам могут сообщить об одобрении заявки, о выдаче какой-то суммы, о том, что процесс запущен, что ваши документы приняты, о работе, может быть решение, что собеседование вы прошли, что вы подписываете договор на новую работу, новая должность, не знаю, новая зарплата. Вы сами будете инициатором, вы будете подавать документы на кредит, откроете какой-то инвестиционный счет, будете открывать новый банковский счет, будете оформлять наследство, страховые, запустите переговоры о пересмотре общего бюджета с партнером. Новый финансовый цикл начинается у вас в теме 8 дома гороскопа, который будет разворачиваться примерно полгода до полнолуния в Тельце в ноябре 2026 года. То, что вы сейчас начнете в теме чужих и совместных ресурсов, к осени даст вам конкретные материальные результаты. Не ждите денег сразу же завтра, но знайте, что механизм запущен. Придет понимание, куда вам двигаться дальше в финансовом плане, будет человек, через которого пойдут деньги, придет предложение от банка или от партнера. Это карта маршрута к вашему новому финансовому потоку. Ваша задача не пропустить этот старт. Загадывайте желания, прописывайте все, подавайте заявки, делайте первый шаг. Телец любит конкретику и действия. И, кстати, насчет желаний. Я наконец-то сделала свой гайд, инструкцию по тому, как правильно создать карту желаний. Я ее делаю последние 5 лет вот именно по этой инструкции своей. Мои знакомые, родственники, подруги все делают карту желаний именно по моим рекомендациям. Я это все собрала в один PDF-файл, и сейчас вы можете купить по акционной цене $5,99 в долларах и, если я не ошибаюсь, $4,99 в евро. Но это до 1 мая уточняйте. Если вы пройдете с этого видео, скидка сохранится. Под этим видео есть сайт, переходите, и в закрепленном комментарии я ссылку оставлю. Подписывайтесь на телеграм-канал, там есть информация, там всегда будет для моих подписчиков дешевле.
возможно, и после 30 апреля, и там есть прямые ссылки. И вы будете правильно, супер по новолунию, еще и в Тельце, в денежном знаке, в 8-м финансовом доме делать карту желаний. Это просто супер, это идеально. Новолуние будет действовать 2 недели, у вас будет время. И я прописала там дни, когда можно делать. Я написала самое удачное, как, что. Вся инструкция будет у вас под рукой, инструмент, как воплотить свои мечты и желания в реальность. Весы 17-18 мая принесут вам перемены в ваших финансах, в вашем мышлении. Вот эти 3 планеты, которые я сейчас скажу, будут менять позицию, и каждая будет отвечать за свое. Итак, сначала Меркурий и Уран. Меркурий переходит в знак Близнецы. Кстати, 26 апреля 2026 года Уран перешел в знак Близнецы. Делитесь, весы, что там у вас произошло, какие перемены. У меня есть отдельное видео про Уран Близнеца для каждого знака. Плейлисты оставлю в описании канала. У меня есть отдельный гороскоп на 2026 год для каждого знака, и там каждый месяц. Если вы хотите на сентябрь, октябрь 2026 года посмотреть, что вас ждет, можете переходить и смотреть. Все, я оставлю вам плейлист в описании под этим видео. Так, Меркурий переходит туда в Близнецы, в свой родной знак, он управляет Близнецами, там ему комфортно, и сразу же соединяется с Ураном. И все это происходит в вашем 9-м доме гороскопа. 9-й дом дальних горизонтов, поездок, учебы. Это юридические вопросы, это публикации, это контакты с иностранцами, международными компаниями и все, что расширяет ваш горизонт. Уран – это молния, Меркурий – это информация, поэтому в районе этих дат вы получите новость, которая перевернет ваши планы. Она придет внезапно и, скорее всего, будет связана или с поездкой, или с документами, с каким-то человеком издалека. Может быть, кому-то из вас весы позвонят с предложением поехать в командировку, на стажировку за границу, на учебу, конференцию или предложат вам хорошую работу за границей. Может прийти известие о визе, о загранпаспорте, гражданстве. То, чего вы ждали, вдруг сдвинется с места. Вам могут сообщить решение суда или результат по апелляции. Информация будет приходить быстро, и реагировать придется тоже очень быстро. Уран не будет ждать. Дальше, Марс. 18 мая Марс переходит в знак Телец и переходит в ваш 8-й дом гороскопа, там, где уже Меркурий, Солнце, новолуние. Это двигатель. После того, как Меркурий и Уран взорвали ваш 9-й дом гороскопа информации, важный какой-то за границей, от людей издалека, или в эмиграции, если вы находитесь, там какие-то новости, которые просто будут шокирующие. Марс дает этому физический ход и переводит все в финансовую плоскость. Марс в 8-м доме чувствует себя прекрасно. Это действие с чужими финансами, да, оформление кредита, подписание бумаг на ипотеку, перевод крупной суммы, закрытие долга, подача на страховую выплату. Вы не просто думаете о деньгах, вы идете и делаете с ними что-то конкретное. Действуйте. Можете поехать в банк, нотариусу, в налоговую, решить вопрос, который висел неделями. Можете наконец-то получить деньги, которых ждали, и сразу пустить их в дело, инвестировать их. Можете договориться с партнером о разделе бюджета и сразу зафиксировать это на бумаге. Либо ваш муж, ваша жена скажет, что повысили зарплату, увеличился доход, или у нее новая должность, и тогда ваш совместный бюджет будет меняться. Но будьте осторожны, чтобы не спорить, не скандалить и конфликтовать в ближайшие недели с вашими партнерами насчет денег. Марс может давать вам вспыльчивость. То есть новость, которую вы получите в районе этих дат, будет в любом случае связана с деньгами. Это перевод из-за границы, гонорар, грант, компенсация, решение суда с какой-то суммой, страховой случай, который признали и готовы оплатить. Будьте на связи, проверяйте почту, мессенджеры, держите документы под рукой в порядке. Если вам срочно скажут, надо срочно завтра с утра идти в банк с паспортом, чтобы у вас все было готово. Если нужно что-то подписывать, читайте внимательно, и мелкий шрифт также. Сейчас закладываются финансовые процессы, которые пойдут и будут развиваться с очень большой скоростью дальше. Но будьте осторожны, Уран – это резкость, не принимайте решения за секунду, даже если на вас давят. Дайте хотя бы себе час на переосмысление и не тратьте деньги, которые пришли сразу на эмоциях, особенно на спонтанные поездки, билеты, купленные ночью. Проверяйте даты, стыковки, возвраты и будьте осторожны на дороге и за рулем. 19 мая Меркурий в Близнецах будет делать благоприятный аспект к Плутону в Водолее. И еще одно важное астрологическое событие – Венера переходит в знак Рака, в ваш 10-й дом гороскопа. Итак, сначала про аспект Меркурия и Плутона. Меркурий находится в Близнецах, это его родной знак. Здесь он очень быстрый, точный, бьет прямо в цель.
Стоит он в вашем 9-м доме гороскопа, поездок, документов, виз, судов, дальних земель, иностранцев, обучения, все, что связано с заграницей. А Плутон стоит в Водолее в вашем 5-м доме гороскопа, творчество, любви, детей, личных проектов и ваша способность зажигать сердца. Между ними гармоничный аспект. И одно ваше слово, один ваш звонок, одно письмо способно пробить то, что не продвигалось месяцами. Плутон дает глубину и влияние, отвечает за системы, за структуры. Меркурий в Близнецах дает скорость, коммуникацию, общение, передвижение. Вы что-то запустите, скажете, и процесс пойдет. Может быть, вам позвонят, пригласят выступить где-то, прочитать лекцию, пригласят на большое мероприятие, на свадьбу, там, день рождения, юбилей. Могут вас пригласить дать интервью, если вы творческий человек. И это может быть связано с другой страной или с вашей онлайн-аудиторией. Для кого-то это будет сообщение, решение по суду или по документам, которое откроет дорогу для облегчения, наконец-то вы выдохнете. У кого-то это будет открытие творческого проекта, поездка за границу, работа или контакты международные, какие-то коллаборации, которые вам предложат. Может быть, совместная поездка с детьми в отпуск, на отдых в другую страну. А для кого-то из весов это будет очень классная идея, озарение, какая-то внезапная, яркая. И это может объединить ваши хобби и заработок через какие-то международные площадки. Если у вас есть дети, будет разговор о их учебе, конкурсе, поездке, может быть, событие, получение диплома, окончание вуза, школы, какое-то важное событие для вашего ребенка, поступление куда-то. Тут Плутон вам даст неожиданный мощный прорыв. Теперь Венера, она переходит в ваш 10-й дом гороскопа в знак Рака. Это ваша планета-управитель, для вас это очень важно, весы. Она отвечает за то, как вас воспринимают, как вы себя подаете, как к вам относятся. Рак – это знак очень глубокий, семейный, эмоциональный, который отвечает за заботу, уют. 10-й дом – это карьера, статус, начальство, репутация и ваша публичная роль. С этого дня и на несколько недель вперед будет больше комфорта именно в этих темах. Будет больше комфорта в общении с мамой, с сестрой, вообще с семьей, будет больше посиделок, встреч, может быть важные события в вашей семье. 10-й дом может дать вам новый статус, статус тети, дяди, статус бабушки, вы узнаете такую приятную новость, или что вы станете родителями. Может быть очень приятное, радостное событие именно в вашем роду, в вашей семье. Венера в Раке – это женская энергия в чистом виде, поэтому помощь в вашей работе, карьере, в ваших каких-то делах официальных, делах с госструктурами будет приходить через женщин. Начальница, наставница, адвокат, судья, коллега-женщина, партнерша по бизнесу. Если вам нужна какая-то протекция, рекомендация или просто добрый совет и помощь, ищите женщину. Через вашу дочку, маму, сестру, тетю, свекровь, заловку, вашу жену может прийти полезный контакт, решится рабочий процесс. Не отмахивайтесь от семейных посиделок, разговоров ни о чем. Там может всплыть то самое нужное вам. Может быть, вы будете на празднике у вашей какой-то родственницы старшей, да, у мамы, бабушки, будете заботиться, дарить какой-то подарок. Встречи с семьей будут очень приятными. Если вы были в ссоре, вы можете наладить тут контакт. Потому что Венера в Раке, она про удовольствие от общения. Вас могут чаще звать в гости, ваши подруги, коллеги, на семейные ужины, может быть, посиделки с подружками в ресторанах. Идите, потому что именно там вы можете познакомиться с нужным человеком и услышать информацию, которая сработает вам в плюс или поможет в вашей карьере. Если вы на пенсии или не работаете, чаще будете встречаться со своими знакомыми, своими подружками. Через них может прийти вам мудрый совет, поддержка. Ваша дочь может вас поддержать, внучки. Может прийти финансовая помощь от ваших родственников. Если вы работаете в сфере, связанной с недвижимостью, домом,
или работаете из дома, не знаю, сдаете в аренду отели, гостевые домики. Тут у вас будет больше прибыли, больше доверия к вам. Вообще супер, очень классный транзит Венеры, он несколько недель там будет. Если вы что-то продаете, продавайте через личные истории, душевный контакт, а не через холодные воронки. Венера может принести вам перемены в работе и начальницу, директора нового. Скорее всего, это будет женщина. В ближайшие недели карьера, финансы будут идти через женщин, через семью, через душевное общение. Очень хороший, прекрасный период для роста вашей репутации, для оформления статуса. Может, вы оформляете статус многодетной мамы, либо вы забираете свидетельство о рождении ребенка, и уже на документах у вас будет новый статус. Вы приобретаете недвижимость, какую-то уютную квартиру, первоначальный взнос приносите. То есть что-то очень приятное и комфортное в теме семьи, жилья и теме вашего статуса, репутации и карьеры. 21-22 мая Солнце переходит в знак Близнецы, соединяясь с Ураном в вашем 9 доме гороскопа. До этого соединение было с Меркурием. Итак, сектор дальних поездок, учебы, судов, виз, публикаций, всего, что расширяет ваш горизонт. А Близнецы отвечают за информацию, за контакты, за поездки какие-то короткие. В ближайший месяц вы будете много общаться с иностранцами, у вас будет больше, чем обычно, поездок, командировок. Будете получать новости издалека, посылки, решать вопросы с документами и передвижениями. 22 мая, когда произойдет соединение, оно будет несколько дней до и после, вы это прочувствуете. Может быть событие или новость, которую вы не ждали. В районе этой даты вам может прийти сообщение, звонок, который перевернет ваши планы. К примеру, вам быстро сказали, пригласили куда-то, позвали, вы уже покупаете билеты, подписываете документ, получаете ответ, на который надеялись. Возможно, звонок от посольства, что ваша виза готова, забирайте, или звонок, что вам нужно прийти на собеседование по грин-карте. Не знаю, кому-то из вас пришлют решение суда, очень резкое, предложат поехать на конференцию, стажировку, на переговоры в другую страну, и нужно будет очень быстро собираться, срываться. Для кого-то это будут новости о документы о гражданстве, ВНЖ, о зачислении, о документах на жизнь в другой стране. Если вы там уже живете, будете какие-то документы переделывать, продлевать. Если вы ждали чего-то из-за границы, ответ придет именно сейчас, и он будет внезапным. Уран отвечает за резкость, поэтому не принимайте поспешных решений, дайте себе время. Помните, что это главное правило мая. Перепроверяйте все. Если у вас поездка на ближайшие даты, то могут быть внезапные срывы, отмены планов, еще что-то. Будьте к этому готовы. В этот же день Венера делает благоприятный аспект к северным узлам. Ваш 10 и 6 дом будет очень активный. Что может происходить? Тут может быть какая-то информация, озарение, идея, что-то судьбоносное или направление, указание на то, куда вам двигаться в профессиональном плане в ближайшие 2 недели. Ваша работа, ежедневный труд, ваша карьера – все это выстраивается в гармоничную линию. Вы можете получить предложение, которое соединит ваш статус, ваши реальные обязанности. Вы сами поймете, вот оно дело, оно мое, вот чем я хочу заниматься, а вот что мне нравится, что принесет мне удовольствие, что принесет мне признание, имя, репутацию и финансы. Возможно, вам предложат должность с удобным графиком, где вы наконец-то не будете перерабатывать, но при этом зарплата будет достойная. Или если вы искали работу, вот именно к концу мая вы ее найдете, попадется работа, связанная с заботой, помощью, медициной, домом, недвижимостью, и вы впишетесь в нее идеально. Для кого-то это будет новость от женщины, коллеги, предложение от начальницы, помощь устроиться или там замолвить за вас словечко. Еще Венера в соединении с узлом северным может дать улучшение условий труда. Переезд в новый кабинет, пересмотр нагрузки, найм помощника или помощницы по дому, няни. Не отказывайтесь от рутинной работы, которая кажется скромной. Через нее сейчас идет ваш рост. И не игнорируйте свое здоровье, потому что 6 дом отвечает за тело. Если вы перегружаетесь, Венера в соединении с узлом, не в соединении, а в аспекте к узлу, может вам дать намеки, что пора к врачу, пора в отпуск, пора пересмотреть свой режим.
31 мая происходит второе полнолуние месяца в знаке Стрелец в вашем третьем доме гороскопа и закрывает месяц на мощной информационной развязке. Полнолуние в Стрельце проходит в доме общения, переписок, переговоров, коротких поездок, документов, транспорта, соседи, братья, сестры, коллеги по учебе или работе. Вообще все, что связано с информационным потоком. А Стрелец огненный, громкий знак, любящий масштаб. Полнолуние тут может пройти не тихо. Это кульминация или финал тем, которые тянулись последние полгода, последние месяца. Может быть, переговоры, договоренности. Все это дойдет до результата. То, о чем вы говорили, писали, спорили, ждали, это завершится. Вы получите ответ или вам придется дать этот ответ, поставить точку. Стрелец не терпит недосказанности, поэтому тут игра в молчанку не прокатит. Может быть, вам придет важное письмо, решение, звонок, который закроет вопрос, который длился в последнее время, никак вам не давал покоя. Возможно, вам вернут документы, подписанный договор, результат экзамена, теста, получение диплома, может быть, либо дальняя поездка на выходные, может быть, в соседний город, страну или к родственникам поездка. Это полнолуние может дать желание высказать наболевшее, и разговор будет громким, но честным, поэтому будьте осторожны, не входите в перепалки, в скандалы. Тут может все прям таких больших масштабов разогреться. Еще третий дом отвечает за транспорт, и в районе полнолуния могут быть вопросы, связанные с машиной. Покупка, продажа, ремонт, оформление страховки, прав, документов каких-то на машину. Если вы висели какие-то вопросы, связанные с автомобилем, с транспортом, тут он разрешится вблизи этого полнолуния, либо 2 недели после. Если вы собирались заняться своей машиной, то события вас подтолкнут к этому. И отдельная тема отношений братьев, сестер, родственников с ближайшим окружением. Полнолуние может дать вам разговор, который все расставит по местам. Кто-то из родственников объявится с новостью, кто-то из соседей или коллег сделает то, что вас удивит. Стрелец очень любит правду, поэтому даже если разговор будет напряженным, он будет честным и очищающим ваше пространство. Еще в этот же день будут напряженные аспекты, поэтому в ближайшие дни не планируйте рискованных поездок или каких-то экстремальных видов спорта. Будьте аккуратнее, осторожнее на дороге, проверяйте техсостояние машины, не гоняйте. Если что-то срывается или переносится, не давите. Это может быть нужная вам в этот момент пауза. Я забываю вас об этом просить, и вы тоже забываете это делать. Ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, поддерживайте меня. Меня это очень мотивирует записывать для вас новые астрологические прогнозы. Я благодарю вас за просмотр, за то, что выбираете меня. И желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие весы.